Left 4 Dead 2– забойный многопользовательский шутер, рассчитанный на слаженную командную работу и разработанный явно в расчете на платформу ПК. Тем не менее, компания Valve выпустила порт на Xbox 360 в 2008 году. Orange Box ранее был выпущен и для PlayStation 3. И хотя порт на японскую консоль разрабатывался силами другой студии, тем не менее после этого Гейб Ньюэлл в интервью признался, что не горит желанием больше выпускать игры на эту платформу, по крайней мере на движке Source. На GDC 2008 года даже была презентация от компании Valve, которая имела заголовок «Как перейти от ПК к кроссплатформенной разработке без убийства своей студии». В нем рассказывалось о сложностях портирования их обновленного движка Source на консолях для выпуска Orange Box. В ней очень и очень часто упоминаются лимиты памяти игровых консолей того поколения. Также много говорили о сложности дебагинга и тестирования на консолях по сравнению с ПК. Тем не менее, порты на консолях Valve выпускала Half-Life, Team Fortress, Portal и вот Left 4 Dead, вторая часть в данном случае. Игра работает при разрешении 1280 на 720, но похоже без какого-либо сглаживания. Зато есть вертикальная синхронизация, и тиринга в этой игре вы не увидите. Это удивительно, потому что игры со времен еще оригинального Xbox с завидной регулярностью игнорировали синхронизацию и, как следствие, разрывы кадра – обычнейшая ситуация на платформах Microsoft. В Left 4 Dead 2 такой проблемы нет. При выдаваемом разрешении 720p эффекты дыма и огня выводятся при более низком разрешении. Во время игрового забега вы вряд ли это увидите, но если присмотреться, хорошо заметно. Немного скрывает эта мелкая постобработка, различные размытия, в том числе и классический motion blur, а также эффект зернистости пленки. Эффекты эти достаточно ненавязчивы, чтобы не портить картинку. Лимиты памяти, о которых я упоминал ранее, решались путем изменения моделей на упрощенные, а также многократное переиспользование моделей зомби в игре, меняя текстуры не только целиком, но и частично, нанося различные элементы, либо лишая модель зомби его частей. В итоге, если специально не приглядываться, во время боя зомби кажутся достаточно отличающимися, а на самом деле из одной модели зомби получалось 24 тысячи вариаций. Отсутствующие куски тела у зомби отсекались простыми примитивами, а заглаживалось все нанесением текстур. Это было рассказано уже на GDC в 2010 году. Материалы, кстати, до сих пор доступны в сети, если интересно, есть возможность ознакомиться. Что же касается производительности, то тут вполне ожидаемый лог на 30 кадров в секунду, который движок игры более-менее выдерживает на железе Xbox 360. Есть некоторые просадки при большом скоплении эффектов, зато, что удивительно, большое количество геометрии GPU консоли обрабатывает с лучшим результатом, что для игры с кучей зомби все-таки важно. Конечно, способствует этому и оптимизация отображения. Это и достаточно зажатые лоды окружения и быстрое исчезновение трупов и декалей. Интереснее становится в моем любимом режиме игры – кооперативная игра за одним экраном. При включении разделения экрана синхронизация лочит рендер на 20 кадрах в секунду. На самом деле я не могу сказать, что это плохое решение. Да, для шутера и да еще такого 20 кадров в секунду безусловно мало, хотя бы для быстрого отклика управления. С другой стороны, консоль явно бы не справилась с выдачей 30 кадров в секунду в таком режиме, а при локе в 20 получается более-менее стабильное время кадра, что все-таки лучше, чем если бы фреймрейт скакал от 19 до 30 с огромными скачками времени кадра. К тому же движок Source отлично оперирует очередностью событий, синхронизацией анимаций и прочего. И как следствие, играется даже при таких обстоятельствах вполне неплохо, и во время игры лог на 20 кадров не беспокоит. Но все это с учетом, что целью игровой сессии является развлечение, а не высокий результат на высокой сложности. И как по мне, игра с этим справляется. Хороший порт, пусть не высокой, но стабильной производительностью, который нас до сих пор развлекает.